Когда семья Мейсонов узнала, что младшая, Элли, не сможет иметь детей, шепот прошел по всему дому. Мать плакала, отец лишь покачал головой. Никто не захочет женщину, что не может дать наследника. Через месяц ее отправили в захолустье, на ранчо Брукхейвен, к вдовцу по имени Джек Холден. «Поживешь там немного», — усмехнулся брат, — «может, хоть коровы тебя примут». Это была шутка семьи. Но Джек не смеялся. Он жил один среди пыли и ветра, и с того дня, как привез Элли, в доме стало светлее. Она не жаловалась, не плакала, просто работала, до заката, с опущенными глазами и тихими песнями. Прошли недели, потом месяцы. Однажды ночью, когда гроза разорвала небо, Джек нашел ее на крыльце, дрожащую. «Почему ты все время смотришь вдаль?» — спросил он. «Потому что там все, что я потеряла». Он молчал долго. Потом сказал: «Иногда Бог не отнимает, а просто откладывает». С тех пор они стали говорить больше, смеяться, делить еду, дни, тишину. И никто из них не заметил, как пустой дом стал домом. Через год в город вернулась телега. В ней Элли. Платье простое, лицо спокойное. А на руках ребенок. Город замер. Соседки шептали: «Это невозможно. Она же бесплодна». Кто-то спросил: «Это сын Джека?» Элли улыбнулась. «Это мой сын, а Джек — его отец». Позже, когда кто-то осмелился спросить, как такое стало возможным, она ответила тихо: «Не все, что зовут бесплодным, пусто. Иногда просто нужно место, где тебя не считают шуткой». С тех пор на ранчо Брукхейвен часто приходили люди. Говорили, что хотят увидеть женщину, которую Бог забыл, но любовь напомнила. А Элли лишь качала мальчика на руках и смотрела на закат. Она больше никому ничего не доказывала. Она уже доказала все самой себе.